Привет-привет! Вы на канале Зеленый огород. Самый конец июля. Наконец-то у нас тепло. Даже очень жарко, доходит днем до 35-36 градусов. Закончились дожди, но их снова прогнозируют. Вообще у нас лето было не очень хорошее. Ну вот, на конец июля начали созревать томаты. Не только горшечные, но и в открытом грунте. Честно говоря, в этом сезоне созревание опаздывает примерно на 2, может быть даже на 3 недели. В теплицах томаты тоже начали наконец-то поспевать. Где-то уже созрели вторые, третьи кисти. И сегодня я начинаю обзор томатов, которые растут в теплице. Если кто-то не знает, у нас есть магазин green-огород.ру, где мы представляем не только полноценное описание сорта, но и к каждому сорту прикрепляем видеоролик, где вы сможете посмотреть, как выглядит куст. Томат ананасная клубника. Селекция Софии Исааковой. Индетерминантное растение, очень тонкого строения. Растение среднеспелое, плодоношение растянутое. На конец июля высота примерно 1,70 м. Лист простой, не длинный. Растение занимает очень мало места. Кисти длинные. Форма плодов сердцевидная, с широкими плечами. Вес разный, от 100 и до 400 граммов. Очень красивый цвет плодов. Оранжево-золотистый с ярко-розовым напылением. И у Софии в описании написано, что некоторые плоды могут быть с антонапылением. У меня анта не проявилась. В неполной спелости плоды золотисто-желтые с небольшим розовым напылением. Ну а в полной спелости розовый цвет начинает преобладать над золотистым. По форме напоминает клубничку. И действительно оправдано название. Ананасная клубника. Очень красивый, эффектный сорт. И достаточно урожайный. Средний вес томатов получился примерно 150-200 граммов. Но София писала, что они могут быть и до 400. На разрезе мякоть двухцветная, биколор. Томаты, кстати, достаточно плотные, очень сочные, мясистые и маслянистые. Кожица тонкая. И хочу заметить, что томаты не растрескиваются. Ну а вкус просто божественный. Сладко-ягодный с фруктовыми нотками. Кислинка отсутствует. Томат ананасная клубника без всякого сомнения отправляется в нашу коллекцию семян. Томат огненное копье. Селекция Софии Исааковой. Очень и очень урожайный сорт. Завязывает абсолютно все кисти. Растение среднеспелое, высокорослое. В теплице вытягивается до 1,80 м. Очень тонкого строения. Лист сильно рассеченный, не очень длинный. Все плоды хорошо просвечиваются солнышком. В лунку я высадила 2 растения. Одно растение повела в 1 стебель, второе растение в 2 стебля. Лучше формировать томаты в 2 стебля. Урожайность получается намного выше, а вес плодов абсолютно одинаковый. Кисти длинные, сложные. В каждой кисти от 7 и до десятка плодов. Вес может быть разный. Могут быть вот такие малявочки. Вот они здесь уже даже начали созревать, такие маленькие. Остальные мы тут все уже подъели. Но в основном вес от 100 и до 200 граммов. Форма плодов перцевидная, вытянутая. Такие плоды еще называют тюльпановидные. Такая форма предполагает усиленного полива и калийно-кальциевых подкормок, чтобы исключить вершинную гниль. В неполной спелости салатного цвета с очень темными зигзагами, штрихами. Очень эффектно смотрится. Ну а в полной спелости огненно-малиновые
с золотисто-оранжевыми штрихами. Форма действительно напоминает бутон тюльпана с округлым носиком. Хочу еще сказать, что это очень молодой сорт. Сейчас я держу в руках 7-е поколение. И такие сорта могут еще расщепляться. Вес томата 222 грамма. Ну, как и обещала София, от 100 и до 200. Ну, чуть-чуть больше бывает. Томат «Охровая рапсодия». Селекция Софии Исааковой. Сорт среднеспелый, но могу с уверенностью сказать, что он ближе к раннему. Куст тонкого строения, лист простой, сильно рассеченный, почти прижат к стеблю. Растение много места не занимает. Высота в теплице более 2 метров. Длительное плодоношение. Кисти сложные, длинные, в них формируется от 6 до десятка плодов. В неполной спелости томаты салатного цвета с темно-зелено-коричневыми плечиками. По мере созревания приобретают охровый цвет, и коричневые плечи становятся ярче. Ну а в полной спелости охрово-кирпичный даже ближе к медному. И коричнево-антоциановые плечики. Шикарный цвет. Форма плодов сливовидно-сердцевидная, очень пышная. Ну и, конечно, завораживающий цвет. Кстати, сортов с таким цветом достаточно мало. Мякоть охрового цвета очень красивая. Томаты достаточно плотные. Семена в зеленом геле. Их очень и очень мало. А по вкусу одна сладость. Сладость и фруктовые нотки. При полной спелости томата кислинка совершенно отсутствует, но при этом томат не пресный, очень яркий и насыщенный вкус. Без всякого сомнения, охровая рапсодия пополняет нашу коллекцию семян. Тайна галактики. Это новинка селекции от Софии Исааковой. Сорт индетерминантный, среднеспелый, ближе к раннему, прекрасно завязывает плоды по всему растению. Высота на конец июля достигла 1,80 м. Строение куста тонкое, лист простой, сильно рассеченный, чуть-чуть смотрит в стороны, но много места растение не занимает. В кисти формируется от 2 и до десятка плодов. Кисти длинные, сложные, некоторые требуют подвязки. В неполной спелости бледно-салатные с темно-зелеными полосами. По мере созревания добавляются антоциановые оттенки. Плоды становятся очень и очень красивые, цветные. Какого здесь только нет цвета. И синие, фиолетовые, черные, и изумрудные полоски, и серебристые полоски. Ну а при полной спелости это действительно тайна. Тайна галактики. Каких только здесь нет цветов. И малиновые, и красные, и зеленые, и серебристые, и охра, и глубокий фиолетовый. Ну просто красота. Форма плодов может быть разная, но все равно она вся ближе к сливовидно-сердцевидной. Некоторые плоды изогнутые. Вес плодов от 100 до 400 граммов. Мякоть пурпурно-бордового цвета. Семена в светло-зеленом геле достаточно крупные. Томаты плотные, не растекаются. Очень мясистые, маслянистые, сочные. Вкус очень насыщенный, с хорошим балансом сладости и легкой кислинки в послевкусии. Когда нарезаешь томатики, чувствуется очень яркий фруктовый аромат. Без всякого сомнения, тайна галактики отправляется в нашу коллекцию семян. Малахитовая органза. Новинка селекции от Софии Исааковой. Сорт среднеранний. Растение мощное. Кстати, это, я думаю, первый сорт Софии.
у которого не обычный лист, а картофельный. Растение крепкое, стебли средней толщины, все листики смотрят в стороны, растение занимает достаточно много места. Плоды формируются крупные, от 200 и до 700 граммов. В кисти от 3 и до 5 плодов. Плодоношение очень длительное. Какие-то плоды в кисти только созревают, а какие-то начинают только-только формироваться. Плодоношение очень и очень длительное. На конец июля растение высотой примерно 1,40 м, но оно интенсивно продолжает свой рост. Форма плодов разная. Есть вот такие плоско-округлые, есть плоды сердцевидные, ну а есть вот такие вот, как бочечка, круглые. В общем, форма у плодов абсолютно разная. В неполной спелости томат ярко-охрового цвета с зелеными плечиками. Ну а при полной зрелости томат приобретает кирпично-бронзовый цвет с оттенком охры. На разрезе триколор, цвет орехово-желтый с малиновой сердцевиной, а еще и семена в зеленом геле. Кожица очень и очень тонкая. Мякоть сочная, нежная, мармеладная, маслянистая. Такие томаты долго не хранятся. Ну а вкус очень нежный, сливочный, сладкий, с яркими фруктовыми нотками. Очень приятное послевкусие. Малахитовая органза по праву займет одно из лидирующих мест в нашей коллекции семян. Семян очень и очень мало. Запас семян в магазине будет ограничен. Томат балтийский шоколад. В некоторых источниках пишут, что это латвийская селекция Людмила Кадзасова. Но в других источниках пишут, что этот сорт Валдиса Пулинша. Если кто-то знает наверняка, напишите, пожалуйста, в комментариях. Увидев впервые этот томат, я поняла, что обязательно хочу его вырастить на своем огороде. И вы знаете, я нисколько не разочаровалась, так как это очень урожайный сорт с большими плодами, невероятно красивый. Сорт среднеспелый, высокорослый. Кисти есть простые, есть сложные, от 3 и до 5 плодов. Стебель толстый, лист простой. Плодоношение будет достаточно длительное. Вот первые, вторые, третьи кисти уже начали созревать, и есть спелые плоды. А некоторые томатики только-только завязываются. И вот пошла третья кисть. Начала расти 4-я кисть. Я высадила 4 куста. Каждая повела в 2 стебля. Очень удобная формировка, так как растение компактное, аккуратное, много места не занимает и формирует прекрасно плоды на всех стеблях. Форма может отличаться. Есть вот такие пышные сердца, практически без носика. А есть вот с таким тупым носиком, с удлиненным носиком. А есть совсем остренькие носики. И если подниматься вверх по растению, видно, что на более высоких кистях плоды формируются уже с очень длинными носами. И в то же время продолжает цвести. На конец июля растения уперлись в потолок более 2 метров. Цвет у томата очень сложный, многоцветный. Здесь и малиновые, и бордовые оттенки, и зеленые металлические полосы, и очень много антонапыления. Красивейший плод. А также присутствует много шоколадных оттенков. Ведь недаром название томата балтийский шоколад. Все томаты достаточно крупные, от 150 и до 350 граммов. Мелких томатов практически нет, все достаточно крупные. Вот почти 300 граммов,
296, 248 граммов. И остались недоспелые плоды на кусте, которые намного больше. На разрезе мякоть триколор, семена в зеленом геле, а вкус потрясающий. Очень и очень сладкий, просто как мед. Мякоть нежная, мармеладная, просто тающая во рту. Ощущаются фруктово-ягодные нотки и очень насыщенное послевкусие. Балтийский шоколад пополняет нашу коллекцию семян, с которой вы можете ознакомиться на сайте green-огород.ру. На этом все. Следующий обзор томатов продолжу во второй части. Пока-пока. С вами была Елена.